Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот, в общем-то, произошла выставка и у меня, на моей пасеке. Теперь пчелки могут спокойно облетываться, когда им нужно, когда наступят теплые деньки. А я в этом ролике хотел бы подвести некоторые итоги зимовки, причины неудач, проанализировать причины неудач, чтобы и я, и, возможно, вы, если прислушаетесь, не повторяли этих ошибок. Я полностью поддерживаю коллег, которые своих пчел еще не выставили. Потому что ранняя выставка, она сопряжена вот с такими вот неприятными последствиями. Вот, и всю спецодежду придется стирать заново, чтобы к сезону она была чистая и опрятная. Несмотря на то, что большая часть пчелиных семей перезимовали, и в целом я смогу достигнуть поставленных целей на этот год, все же я считаю зимовку 2017-2018 неудачной. И здесь есть ряд причин. Я хочу сразу сказать, что все это зависит от меня. Все причины я мог исправить, но в тот или иной момент не посчитал нужным или на то не было нужных ресурсов. Итак, обратите внимание, я составил карту гибели семей, как они стояли у меня в сарае. И я увидел на ней определенную закономерность. Погибли в основном семьи, которые стояли ближе к выходу, и также погибли к месту проникновения синиц. То есть первый фактор, который повлиял на зимовку, это вредители пчел, которые, в общем-то, их беспокоили, из-за них какие-то пчелы могли начать гнать расплод, и, соответственно, на этом расплоде я их сейчас и... Но вот через это отверстие я неоднократно замечал, как синицы проникали в сарай, где зимовали пчелы. Я его закрывал, сейчас видно тоже, он сейчас лапником заложен, но для них, для этих птичек это не проблема. Они лапник выдергивали, там компакт-диски считалось, что они тоже помогают, тоже выдергивали. А вообще, все компакт-диски, которые я повесил от синиц, на следующие выходные куда-то исчезли. Я так полагаю, их утащить могли вороны, они любят все эти блестящие штуки. Констатировать гибель семей может, в общем-то, каждый начинающий пчеловод. И, в общем-то, вы мне справедливо заметите, и что с того? Понятно, это прописные истины, то, что я сказал. Но предложи, скажете вы. Собственно говоря, я и предложу. На следующий сезон, то есть вот сезон 2018, я в своем пчеловождении внесу ряд изменений. Первое. Я построю зимовник, который защитит моих пчел от резких перепадов температуры, от вредителей мышей и синиц. И в этом помещении пчелы смогут спокойно перезимовать период от последнего облета, который у нас состоялся в прошлом году в конце сентября, до соответственно, апреля, когда уже будет на улице теплая погода, и, соответственно, то беспокойство, которое я доставлю пчел, не приведет к их массовому замерзанию на улице, окоченению и так далее. Второе. В ближайшие годы мне нужно будет определиться с технологией зимовки и подготовки к зимовке пчел. О чем я говорю здесь? Мне нужно будет определиться, остаюсь ли я зимовать на двух корпусах или пчелы будут уходить на одном корпусе. Опыт успешной зимовки, такой зимовки у меня есть. Учитывая небольшой расход даже в этих суровых условиях, я считаю, что расход это не на самом деле это не
та причина, по которой не стоит зимовать в одном корпусе. В одном корпусе зимовать удобно. Не надо менять нижний корпус. Пчел можно достаточно поменять, но это можно сделать абсолютно со всеми ульями. Это очень удобно для пчеловода, и скорее всего это будет полезно для пчел. То есть нужно будет только лишь проконтролировать, что все занимаемые пчелами рамки являются полномедными. В принципе, это сделать можно. Не знаю, говорить ли, не говорить по поводу лечения ли. Я, в общем-то, продолжаю придерживаться той точки зрения, что пчел лечить без проведенных на то анализов нельзя. Лечить профилактически бессмысленно. Поэтому я буду эту, в общем-то, политику продолжать и далее. И, собственно говоря, сейчас я раздал пчелам полоски, содержащие эфирные масла. То есть это будет такая профилактика небольшая против того клеща, который, как известно, не любит длительный безоблетный период, уже в массе своей погиб. А те, соответственно, которые могут сейчас еще сидеть на пчелах, те, соответственно, погибнут вот в ближайшее время. А зайти в расплод, которого на данный момент в большинстве ульев нет, не сможет. Соответственно, вот это будет первая профилактическая мера. Собственно говоря, и на сезон я ряд таких вот профилактических мер, как это говорят, зоотехнических, да, это меры, которые, не используя химию, позволяют регулировать численность клеща. Соответственно, вот эти меры я разработаю и буду применять в этом году, чтобы минимизировать количество клеща, который пойдет на пчелах в зиму. А вообще, в этом году, учитывая вот два последних абзаца, о которых я рассказывал, а именно зимовка на одном корпусе и избавление от клеща ворова, меня впервые, наверное, за всю мою практику пчеловождения заставили всерьез задуматься о термокамере. Сами подумайте, это очень удобно. Соответственно, ты сначала стряхиваешь пчел в кассеты, кассеты эти отправляешь на обработку, а, соответственно, потом ты не обратно в этот же улей, да, из которого ты достал пчел, скидываешь, ты этот улей имеешь возможность подготовить и, соответственно, вставить количество меда, которое уже будет достаточно. И, соответственно, туда вытряхиваешь пчел, пчелы уходят вниз. Возможно, это делать еще нужно, еще когда есть возможность как-то облетаться. Если нет возможности, тогда нужно убирать сразу же так. Но вот тут у меня есть некоторые сомнения, нужно будет ближе к делу разобраться. Поэтому вот в течение нескольких лет я этот вариант хорошо так обдумаю, возможно, буду делать именно так. Тогда уже точно не будет никаких разговоров ни о какой химии на моей пасеке в принципе. В целом я доволен тем, как прошла выставка, тем, что мои пчелки теперь могут использовать погожие деньки для облета. Это на самом деле очень радостно для пчеловода ощущать. И сейчас я надеюсь, что все будет только хорошо, а с моей стороны достаточно будет только совершить какие-то действия, о которых я обязательно расскажу на канале, и, соответственно, все будет хорошо, пчелки войдут в сезон сильные и принесут много меда. Ну что ж, оставайтесь на канале Пасеки Семьи Фалалеевых, до новых встреч, пока!